Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как проверить в домашних условиях батарейки. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Зачастую, если мы покупаем батарейки комплектами и вставляем какой-либо прибор, с вероятностью 60% выходит всего лишь одна батарейка, а вторая остается практически неразряженная. То есть сам дефект в какой-то батарейке в 60% перестает работать ваш прибор, который на него настроен. Все, что в этом варианте нужно сделать, это из экономии и для того, чтобы проверить, это взять мультиметр и замерить напряжение этой батарейки, что я в этом видео вам и покажу. Первоначально, для того, чтобы определить, какую батарейку и как ее надо проверять, нам надо определить стороны. Плюсовая имеет маленький пыптик, плоскость имеет минус. Для этого в мультиметре мы выставляем постоянный ток, зная, что наша батарейка имеет заряд 1,5 вольта, то есть 20 вольт вполне хватит, чтобы мультиметр не сгорел. Берем минусовую, скажем так, клемму, держатель к минусу батарейки и плюсовую к плюсу и замеряем номинальное. Эта батарейка, скажем так, она новая, и мы видим на ней заряд 1,6. В принципе, батарейки без разницы какого размера, если они новые, то они имеют практически вот максимальный заряд. Вот эта батареечка чуть-чуть уже подразряжена, она имеет 1,56. Тем самым мы понимаем, что такую батарейку уже в мощное устройство или в мощную игрушку ее уже не поставишь. То есть такие батарейки, которые имеют чуть меньше мощность, они уже используются в маломощных приборах. Также видим 9 вольт, то есть это уже тоже батареечка подразряжена. То есть вот таким способом мы можем проверить, насколько наши батарейки готовы к работе. То есть если у нас одна из них будет разряжена, как вот это, то есть мы видим на ней 1,36 вольта, то есть эта батарейка уже села. То есть такую батарейку уже даже в маломощный прибор ее особо не поставишь. Как вариант, понятно, ее можно поставить в пульт дистанционного управления, но это будет ненадолго, так как в пульте дистанционного управления мы имеем точечные нажатия, и сама батарейка будет разряжаться медленно. То есть она как бы дает импульс, мощность не успевает упасть, и канал переключен. Понятно, что в дальнейшем процессе и уже и эта батарейка сможет спокойно, как говорится, дожить до своего и сесть практически до минуса. Ну, до минимального срабатывания где-то уже 0,8 вольта уже пульты не работают. Так что, в принципе, дальше я покажу, как вариант замерить ее мощность. Второй способ проверки батареек — это проверить их мощность. То есть у нас здесь есть шкала 10 ампер. Мы переставляем выключатель, переключаем клеммы на замер амперов и таким самым образом проверяем нашу батарейку на мощность в амперах. — 1,4 ампера. Берем более слабую батареечку. 1,5 ампера. Это новая.
она показала 0,91 ампера. Разряженная показала 0,4 ампера. То есть качество батареек в принципе определяется как бы и самим производителем, и погрешностью самого измеряющего прибора. Вот новая батарейка 1,33 ампера. Так же само можем проверить и крону. Крона умерла. Как бы это знал, но вольтаж она в принципе показывала. Так что второй из способов это проверить наши батарейки с помощью амперметра. Будем знать, с помощью этого мы узнаем силу тока, какую может выдать эта батарейка. Не только вольтаж, который она может выдать, но еще и силу тока, какой прибор мощности она может потянуть и выдавать его работоспособность. Хоть тест нам и показал, что ранее вот эти новые батарейки, которые есть у меня, они были куплены настолько давно. Для себя я понимал, что они у меня новые, так как они лежали у меня в упаковке. Показал тест на амперметре, что в действительности эти батарейки в своей как бы старости тоже начали разряжаться. То есть не знаю как бы почему, но вольтаж у них нормальный, а по мощности они имеют свой разряд. Но так же само хочу продемонстрировать тот вариант, который многие иногда используют. Это мнуть батарейку. То есть мы имеем 0,38 ампера, понимаем, что эта батарейка полностью разряжена. И если мы ее помнем, сделаем на ней вмятины, сейчас мы увидим, насколько эта батарейка поднимется в мощности. Переставляем для эксперимента на вольтметр и замеряем, сколько вольт она у нас. 1,33 вольта. 1,3. В амперах еще раз скажем 0,4. Самый простой и надежный способ это помять батареечку плоскогубчиками, уменьшить ее объем. В принципе, я думаю, такое уже продействовали многие и знают, что это помогает, но насколько, мы сейчас об этом и узнаем. То есть у нас было 0,4 ампера, вышло 0,5 ампер, то есть мощность мы ее подняли до 0,5 ампер. Сейчас переставляем, смотрим, сколько она стала вольт. По вольтажу 1,28. Делаем выводы. С данной батарейкой мы можем сделать вывод из того, что имеем. Мощности после того, как мы ее мнем, поднимается, но теряет в вольтаже. Но при этом мы все знаем, что больше всего важна мощность в любом приборе, которой не хватает. И зачастую этим мы и пользуемся. Да, понятно, что каждая батарейка она индивидуальна, каждый производитель индивидуальный. Но мы в данный момент провели эксперимент на вот такой небольшой дешевенькой батареечке. Так что, если вам видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Думаю, что-то интересное из этого видео вы вынесли. До новых встреч, смотрите другие мои видео. Всем пока!